Приветствую всех зрителей моего канала. В этом видео я покажу, как связать ажурный узор тунисским крючком. Для этого набираем первую петлю и вяжем цепочку из воздушных петель. Цепочку можно набирать еще и другим способом, с дополнительной нитью. Я оставлю здесь ссылочку на мое видео, где я показываю, как это делать. Раппорт узора составляет 8 петель, плюс 2 кромочные и по 2 петли для симметрии рисунка. На образцах я покажу, как это будет выглядеть. Далее продолжаем цепочку набирать самостоятельно. Вот я набрала уже готовую цепочку для маленького образца, где у меня будет один полный раппорт, который будет показывать, как это узор выглядит. Набираем сейчас первые петли для установочного ряда. Для этого набираем петельки, продевая крючок через каждую цепочку, через каждую петлю цепочки, которую мы набрали. Я покажу несколько петель, а дальше попробуйте вязать самостоятельно. Ничего здесь сложного нету. Главное – внимание и аккуратность. Дальше продолжим самостоятельно вязать. Вот я набрала все петли для нашего образца. И теперь нужно закрыть их по одной, как в базовом тунисском вязании. Не затягиваем петли для того, чтобы было красивое полотно, не затянутое. Дальше вяжем самостоятельно до конца ряда. Итак, я получила уже первый установочный ряд. Дальше будем вязать наш ажурный узор. Для этого делаю накид и далее провязываю 2 петельки вместе и закрепляю. Теперь делаю накид и вот между двумя петельками продеваю крючок и набираю петельку. Так я делаю 6 раз, чтобы в этом месте образовалось 12 петель с накидом. Теперь накид и 2 петли вместе провязываем и закрепляем петельку. Снова накид, 2 петли вместе провязали и закрепили. Еще раз повторяем то же самое. Это уже один раппорт прошли. Теперь можно начинать вязать следующий колосок. Опять делаем накид, провязываем сквозь полотно крючком, набираем 12 петель. Я показываю сейчас на маленьком образце, чтобы быстрее увидеть, как будет выглядеть узор. А разбирать и измерять плотность буду показывать на большом образце в конце видео. Теперь опять провязали накид, 2 петли вместе и закрепили.
Вот с этой стороны я решила сделать 2 петельки с накидом, чтобы была разница видна, как лучше. С одной петелькой с краю тогда будет у нас колосок ближе к краешку или наоборот дальше. Немножко несимметрично получится. Как раз будет более наглядно. Итак, петли набраны, и нужно теперь закрывать петли. Кромочная провязывается одна. Дальше закрываем петельки и накиды по одной петельке. Вот, дошла я до нашего будущего колоска. Теперь нужно 12 петель разделить пополам и закрыть по 6 петель. Одной петлей провязываем 6 петель. Вот я провязала, сейчас закреплю. Вторые 6 петелек точно так же. Провязала, закрепила. Дальше продолжаем вязать, закрывая по одной петельке до следующего колосочка. Опять делим пополам 12 петель и по 6 петелек закрываем одной петелькой. Вот я уже дошла до конца ряда. Провязываем кромочную и первый ряд нашего узора готов. В тунисском вязании один ряд это как бы 2 ряда получается. В одну сторону идем и обратно. И сейчас вяжем второй ряд. Накид, 2 петельки поднимаем, как я показываю на видео, за передние стенки. Точно так же провязали и закрепили петельку. Теперь в расстоянии между двумя закрытыми петлями по 6 штук, которые для колоска у нас предназначены, провязываем там опять 6 петель с накидом. Итого опять 12 получается на крючке петель. Натяжение равномерное для того, чтобы все эти петельки 12 были одинаковой величины. Тогда будет красивый объемный колосок получаться. Набрали 12 петель и далее продолжаем по 2 петли закрывать, как и в прошлый раз, в прошлом ряду. Накид с петлей взяли, провязали, закрыли. И дальше опять накид, 2 вместе. Провязали, закрыли, закрепили. Теперь дошли мы опять до второго колоска. Вот уже начинает вырисовываться колосок. Опять накид и 12 петель поднять вместе с накидом. Вот накид, петля, накид, провязали петлю. И так должно получиться 12 петель с накидом. Далее опять делаем накид, провязываем 2 петли вместе, закрепляем. Здесь повторяем точно так же. Провязали 2 вместе, закрепили. Добрались до кромочной. Кромочную провязываем за 2 половинки, чтобы у нас сбоку была красивая ажурная
косичка. Петли набраны, и теперь нужно их закрыть. Начинаем с кромочной и закрываем по одной петельке. Идем до места, где у нас колосок формируется. Там снова будем разделять наши 12 петель пополам и провязывать каждую часть отдельно одной петлей. Одну часть я провязала. Сейчас провяжем вторую часть нашего колоска одной петлей. Далее вяжем, закрывая по одной петельке до следующего колоска. Вот довязала я до следующего колоска. Снова делим 12 петель пополам и каждую часть провязываем одной петлей. Следующий ряд будем вязать самостоятельно. Каждый провязывает свои ряды столько раз, сколько нужно для того, чтобы получить высоту образца не менее 10 сантиметров. Это нужно для того, чтобы рассчитать плотность. Далее вяжем следующий ряд самостоятельно. Вот я набрала петли третьего ряда, и сейчас можно их уже закрывать. Я подготовила большой образец, на котором я покажу, что у нас получается, какой узор, потом рассчитаем плотность, посмотрим, что у нас получилось. Образец очень ажурный получается, очень приятный. Просто готовый шарфик. Если чуть-чуть шире сделать, то будет вообще палантин. Кромочные. Все очень хорошо смотрится. Очень нежный узор. Мне очень он нравится. Можно его вязать, например, в каких-то джемперах весенних, летних, вставки делать, в рукава, кокетку можно так провязать. Вот низ у нас какой красивый, изнанка. А сейчас посмотрим, как нужно посчитать, сколько у нас петель. Сам узор не тянется практически, вот в ширину чуть-чуть пружинит. В длину тоже он удерживает форму. Очень аккуратно выглядит, мне прямо, ну, очень нравится. А сейчас будем смотреть, что у нас с плотностью. Какая у нас плотность получается. Вот у нас 10 сантиметров. И теперь мы можем посчитать, сколько у нас петель по ширине получилось. И вот сколько у нас петель в высоту. В высоту немножко такая особенность есть вот у низкого вязания. Каждый вот колосок это у нас 2 ряда. То есть посчитали высоту, у кого сколько получилось, и в ширину. И вот у нас квадрат. В нем мы знаем, сколько у нас уже петель, и дальше считаем каждый для своего изделия. Посчитаем.
Если вы досмотрели видео до этого момента, значит оно вам оказалось полезным. Ставьте лайк, пожалуйста, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем приятного вязания и хорошего настроения. До новых встреч!